грядет волна, вся валюта в один день. Рыбаков, ты ничего не понимаешь в криптовалюте. Вляпался в это дерьмо. Главный шаман, который будет регулировать всю нашу жизнь. Страна идет плановой экономики. Фак. Затхлый запашок, так противно. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Это специальный обзор от Игоря Рыбакова по одному из самых главных трендов современного времени — росту ограничений. Вчера, кстати, смотрел фильм про Иран, Тегеран-22. Так вот, там основной тезис следующий: да, в Иране очень много ограничений, живет страна с этими ограничениями уже аж как 40 лет, и ничего, так люди живут там и все. Правда, все недовольны, но живут. Нас всех готовят к сценарию, сами понимаете, какого. Ограничения будут, и поэтому сегодня разберем этот основной тренд современности. Правительство, государство все больше регулирует сферы бизнеса, сферы общественной жизни. Все это делается, понятно, с благой целью, чтобы встретить кризис во всеоружии, быстро перестроиться и так далее, но также понятно, что это ведет к совершенно новой нашей с вами жизни. Давайте разбираться вместе. Давайте начнем с самого свежего и очень сильно меняющего нашу с вами жизнь. Итак, не так давно Госдума в первом чтении приняла закон, внимание, о создании единого оператора цифровой наружной рекламы. После его вступления в силу размещать любую информацию на цифровых баннерах, на досках этих Авито там или во всех этих источниках, да, можно будет исключительно через специальный сайт. Вы понимаете, к чему это идет? Если бабушка хочет варежки продать на Авито, то есть на доске разместить объявление, перед этим ей надо на специальный сайт госуслуг или типа сказать: я вот такой, я бабушка такая-то, хочу продать варежки такие-то, сами мы не местные, вот. И ждать, значит, вот подтверждение. И только после этого, значит, это ее рекламное объявление будет верифицировано и пойдет. Или не верифицировано. Естественно, все компании, которые сейчас владеют фондом вот этих досок электронных там или физических носителей, они всполошились, потому что это грозит полностью обрушить их бизнес. И вот компания Авито прокомментировала этот законопроект следующим образом. Вслушивайтесь внимательно. Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов. Вот. То есть Авито намекает, что, может быть, все-таки не будем так делать, а то мало ли что. И тут же что происходит? Смотрите, вдумывайтесь, появляются сообщения, что на Авито продают детей, что не так-то уж и безопасно пользоваться Авито, потому что там можно наткнуться на разное. Таким образом, максимально создается сейчас все к тому, чтобы все-таки законопроект, наверное, был утвержден. Давайте проанализируем этот закон с точки зрения заявлений Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин заявил, в частности, что надо дать больше свобод предпринимателям, чтобы предприниматели насытили наш рынок недостающими товарами, сервисами, услугами тех компаний, которые ушли с рынка, чтобы предприниматели быстро это восстановили. Это с одной стороны. При этом Путин отметил, что государство будет пристальнее следить за тем, что влияет на экологичность, на безопасность, на жизнь, на здоровье людей. И вот у меня вопрос: как соотносится данный закон вот с этими заявлениями Путина? Воплощает ли заявление Путина этот закон, или он такой боковой тренд, типа Путин говорит одно, а вот инициатива, значит, по регуляции рекламного рынка — это вот частная инициатива каких-то людей, которые хотят создать монополиста на рекламе, со всеми вытекающими, да? Не знаю, будем следить за этой ситуацией, но мое частное отношение к этому следующее. Когда заходишь в старый сарай, такой затхлый запашок, да, вот это ванизм такая. С одной стороны ностальгия, так что-то такое, ты вспоминаешь, что-то в детстве там было, да, с другой стороны так противно иногда. Конечно, мне не хочется, чтобы какой-то центральный комитет коммунистической партии или чего-то там, вот этой корпорации, да, регулировал, какие сообщения писать на заборе, какие не писать и так далее. Так можно же дойти до того, что вот даже в заборе не напишешь. Нельзя так. В Америке, например, да, можно говорить, что хочешь.
Давай, иди, песни записывай с матюгами и так далее. Там, если открыть, там нет вообще, там мало песен без матюгов. Открываешь этот африканский рэп, там фак. Представляете, если бы у них был регулятор такой, который говорил, фак нельзя говорить, тогда у них так рэп был бы бессловесный у африканцев. Вот, поэтому вообще вот эти вот вещи, пытающиеся там зарегулировать сферу, что говорить, что не говорить и так далее, как будто бы они против миросообразности людей. В общем, все это вызывает во мне тревогу. Я надеюсь, мы живем в 21 веке или нет? А как вы считаете? Если вы считаете, что все-таки наша жизнь вернется к такому, значит, что будет главный шаман, который будет регулировать всю нашу жизнь, какие объявления писать, какие объявления читать и так далее, да, пишите мне. Или вы все-таки считаете, что пусть люди говорят, пишут, дают разные электронные там объявления, а пользователи этих объявлений, ну, они выбирают, что читать. Вам что ближе, вам какой подход? Идем дальше. Валютные ограничения. Стало известно, Центральный банк в сентябре продлит ограничения на обращение наличной валюты. Так заявила Набиуллина. Ограничение касается 10 тысяч долларов. Больше нельзя снимать, вывозить куда-то. Вот. Как же? Мы же все знаем историю вопроса. Центральный банк разрешил отправлять 150 тысяч долларов в месяц, а здесь наличными 10 тысяч. Что происходит? А вот что. Смотрите, сейчас более 2 миллиардов долларов уже зависло на банках корреспондентов. Не ходят безналичные платежи. То есть ты отправил, такой ждешь, а он не доходит до адресата. Почему? Предполагается, что вообще вся валюта, которая записана на российских контрагентов, может быть в один день заблокирована. Ну, так же, как российские золотовалютные резервы. Знаете, резервы типа есть, но они заблокированы. Грядет волна. Поэтому, друзья мои, две меры нужно предпринять вам срочно. Первое. Купите наличные доллары, если вам нужны доллары. Купите, сложите их в погреб. Помните? Традиционно у нас картоху, так, в погреб, гречу, так, в погреб. И доллары тоже купить, если они вам нужны. Второе. Избавляйтесь от безналичных долларов и евро, швейцарские франки, английские фунты на своих счетах. Дело в том, что эти валюты могут быть просто заблокированы. Купите сейчас гонконгский доллар, китайский юань и так далее. Гонконгский доллар, китайский юань — прекрасные валюты, они ведут себя точно так же, как вот эти доллары или евро. Но вероятность, что они будут заблокированы на счетах российских, так сказать, бенефициаров, ну, сильно меньше, практически около нулевая. Поэтому, друзья мои, внимательно смотрим на тренды. Да? Когда тренды складываются, если ты чуть-чуть заранее действуешь на опережение, тогда тебя не переворачивает. Поэтому смотрите выпуски Игоря Рыбакова, отправляйте своим родным и близким. Я очень хочу, чтобы мои зрители, мои подписчики были в безопасности. Основное изменение на рынке ценных бумаг, которое мы видим, это следующее. Те корпорации, которые исправно много лет платили дивиденды, больше дивиденды не платят. Более того, корпорации, у которых мажоритарная доля государства, ну, в общем-то, прям вот все одна за другой принимают это решение. То есть государство, как мажоритарный акционер, в один день лишает тех, кто купил эти бумаги, да, надежд на то, что у них будет доход. В результате многолетнее развитие фондового рынка с привлечением там, физических лиц и юридических, которые покупали эти бумаги в надежде на дивиденды, они рассыпаются. С одной стороны, мы видим заявление государства, мажоритарных акционеров, например, Газпрома, о том, что лучше мы не будем выплачивать дивиденды акционерам, а на эти деньги, ну, оставим их в Газпроме и газифицируем страну. Если ты, помимо своего желания, естественно, да, в ожидании дивидендов, которые не получил от Газпрома, оказался вдруг спонсором газификации страны, ну что ж, поздравляю, ты можешь себе вот в шкаф поставить статуэтку «Спонсор газификации страны». Хотя ты инвестировал, выполнял рекомендации финансовых аналитиков по созданию пассивного дохода, да, копил портфель, но теперь, возможно, этот портфель только через многие-многие года или лета даст тебе, ну, эти ожидаемые дивиденды и так далее. И, конечно, это мощный тренд, который лишает возможности тысяч, может быть, даже миллионов людей создавать свои такие доходные портфели, опираясь при этом на голубые фишки. Это такие самые
важные ценные бумаги, которые очень стабильны. И вот эти очень стабильные ценные бумаги оказались вот не очень стабильными. Да. Ну ничего, спонсор газификации страны — это неплохой титул, который тебе будет выдан взамен твоих дивидендов. Что еще на рынке ценных бумаг? А вот что. Путин запретил вывод за рубеж валютных дивидендов от российских компаний. Видимо, с целью того, чтобы оставить доллары и евро, те, которые хотя бы пришли, на нужды народного хозяйства, вот, а не распылить их по миру, не знамо где, потом хрен найдешь, да. Поэтому, смотрите, это самые мощные тренды современного времени. Тренды такие, что мы все больше и больше превращаемся в остров. Островизация экономики идет. И уж если остров, то остров следует благоустраивать сразу надежно. Соответственно, с опорой на собственные силы, с опорой на собственный погреб, с опорой на собственное окружение и так далее. Вот так я предлагаю вам строить свое будущее. Важнейший тренд по криптовалюте. Как я говорил в прошлых выпусках, криптоэнтузиасты могут спать спокойно. Именно так. Принят закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов, который прямо запрещает оплату товаров и услуг, работ в России этими активами. То есть теперь владеть криптоактивами ты можешь, что-то там в них хранить, накапливать и так далее, но оплачивать ими в легальном поле не можешь, это запрещено. В нелегальном, пожалуйста, но, как говорится, в нелегальном, сами понимаете, чревато, да. В один момент могут тебе вшить какую-нибудь статейку там за, например, незаконную предпринимательскую деятельность. И ты такой, так это ж крипта, а чё? Вот, пожалуйста, да. Все, что связано с криптой, похоже, заканчивается. То есть всех лохов, которые могли сдать свои кровно заработанные деньги, да, обменять их на эти дырки от бублика, уже разули обули, уже больше нет, да у людей, в общем-то, и денег нет. Вот поэтому крипторынки, во-первых, сдуваются, а во-вторых, центральные банки большинства стран в мире уже приняли, в общем-то, регуляцию, что это все вот вне закона. Это такие, знаете, так, сетевые казино как бы. Поэтому, хочешь хранить свои деньги в жетонах для игровых автоматов в Лас-Вегасе, да, пожалуйста, кто тебе запрещает, пожалуйста, накапливай, можешь в погреб даже складывать их, да, пожалуйста, но платите ими и так далее, это вот вне закона, пожалуйста. Кстати, наверное, адепты криптовалют постоянно мне пишут в YouTube там, и во все вот эти вот соцсети такие гневные сообщения, что Рыбаков, ты ничего не понимаешь в криптовалюте. Я вам скажу, да, я ни хрена ничего не понимаю, поэтому я очень богатый. А тот, кто, видимо, очень много понимает, тот бедный сейчас и сосет у шарика, потому что однажды вляпался в это дерьмо и теперь всем рассказывает, что это дерьмо — уютный дом. И еще, да, мне постоянно пишут: вот, Рыбаков, ты говоришь про крипту так, а сам в Телеграме, значит, под ником Рыбаков Крипто, Рыбаков нижнее подчеркивание Крипто, собираешь деньги на вложение в крипту. Я говорю: ребят, вы что? Вы что, сами понимаете, что? Я вам говорю, я крипту не просто не уважаю, я считаю, что все это большой фейк и обман. Конечно, это какие-то фейковые аккаунты, там, которые плодятся со скоростью 7 аккаунтов в день, я, кстати, замерял. 7 в день, понимаете? И, кстати, их можно забанить только одним, что если вы, наткнувшись на такой аккаунт, пишете жалобу, невозможно по-другому, Телеграм не реагирует. Поэтому, если увидели Рыбаков Крипто, сразу же в администрацию и жалуйтесь. Не в администрацию президента Путина, а в администрацию Телеграма. Телеграм, там есть такая кнопка «Пожаловаться», спам, фейк там и так далее. Туда, жмите туда кнопку. Вот. И как меня задолбал вот этот вот черт, который постоянно под комментариями вашими пишет там в какой-то WhatsApp, напиши, это что-то там агент Игоря Рыбакова и так далее. Еще раз говорю, я объявляю бой всем вот этим вот жулью, понятно? И еще один важнейший тренд на мобилизацию государственного капитализма в России. Итак, вы слышали заявление Мантурова, который сказал, что Россия будет уходить от рыночной промышленной политики. Тут же всполошились огромное количество аналитиков, комментаторов стало очень много, которые сказали: все, это уход от рыночной экономики или от экономики квазирыночной, госкапитализма, да, и переход к плановой экономике. Вы помните, чем кончил Советский Союз в своей плановой экономике? Шли разговоры о том, что, мол, теперь бизнес не сможет отказываться от выполнения госзаказов. И теперь мобилизационные дела страны, они будут в приоритете. И если уже тебе заказали, то уж делай.
да, ну или подвинься, другой будет делать и так далее. И это сразу создало огромное количество рассуждений о том, что страна идет плановой экономики. На самом деле это мощнейший тренд. Страна действительно переходит уже от рынка, она к госкапитализму давно перешла, а теперь она к госкапитализму добавляет мобилизационный. Вы знаете, что такое мобилизационный государственный капитализм? Это означает, что все ресурсы страны, все, что здесь есть в стране, будет задействовано прежде всего на вопросы мобилизации. Это может быть космическая программа, это может быть какая-то там мосты строить на Сахалин, может быть Олимпиаду еще одну сделать какую-то, знаете, за 35 миллиардов долларов там где-то. Это, короче, знаете, волюнтаристические решения большого размера, которые будут собирать все ресурсы, которые есть, и отправлять их куда-нибудь в Арктику. Вот Сталин провел индустриализацию страны, и многие аналитики говорят следующее, что Сталин взял, ограбил всех крестьян, кулаков, ну, забрал у них просто хлеб, деньги, да, взял золото, на это золото купил вот технологии, там, иностранных специалистов, и которые построили там Днепрогэс и прочие вот эти вот штуки в Советском Союзе. Вот. Ну вот сейчас. Поэтому все вопросы вот этого госкапитализма мобилизационного — это, в общем-то, то же самое. Как использовать то, что есть, на решение вот такого, знаете, там, наиважнейшего характера. А я считаю, самое наиважнейшее решение — это чтобы люди жили богато. Вот чтобы ты, который меня сейчас смотришь, чтобы ты жил богато, вот чтобы у тебя нужды не было, чтобы у тебя в семье все было в порядке, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Я считаю, что вот такой мобилизационный капитализм нам нужен, да, чтобы люди жили богато. Тогда и страна будет богатая, налогов будет много, и нужды государственного, так сказать, масштаба будут получать достаточное финансовое обеспечение из налогов. И я хотел тебя спросить, а как ты считаешь, должна развиваться страна, как ты видишь развитие страны? Сейчас пройди, пожалуйста, по этой ссылке в Telegram, она здесь будет под видео, и оставь мне свое мнение, как ты считаешь, должна страна развиваться. Ну и давайте вместе размножать хорошее, и тогда плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй лун.